Привет, с вами Алена. Сегодня у нас в гостях ноготочек, который ударился об косяк. Такое тоже случается. Я думаю, что можно уже прям книгу писать о том, обо что можно ударить ноготь. Но, естественно, что же мы будем делать? У нас любимые ковыряшки и зачистки. Здесь я объясняю клиентке, что ни в коем случае при такой травме нельзя оставлять длину. Ну, кроме того, что, понятное дело, нужно зачищать. Но если вы ударили ноготь и не можете попасть к мастеру, первое, что нужно сделать, это осторожно срезать свободный край таким образом, чтобы ноготь не двигался во время эксплуатации. А у нее с момента удара прошло 1,5 месяца. То есть она, видимо, надеялась и думала, что, может быть, авось пронесет, пройдет и заживет. Ну, а мы тем временем начинаем распил ногтевой пластины. Я нашла границу, там, где ноготь начинает отходить, и с помощью маленькой, тоненькой, твердосплавной фрезы я начинаю распиливать ногтевую пластину, чтобы мы потом его сняли как крышечку. И тогда вы увидите, что же лежит под ногтем. Там, поверьте, те еще залежи сокровищ. А также для этих целей можно использовать фрезу, например, шарик. Ну, у меня в работе была такая, как я уже, наверное, говорила выше, видео у нас бывают разные наборы, и берешь тот, который есть стерильный, а не тот, который хочется. В общем, поэтому я работаю, в принципе, наверное, абсолютно любым инструментом, и считаю, что профессионализм мастера, ну, уж точно никак не меряется тем, какая фреза. Да, классно, когда у тебя хорошие инструменты, как, например, ниппоновские кусачки, которые я люблю всем сердцем, но они тоже бывают разных фасончиков, какие-то мне нравятся больше, какие-то меньше, но настоящий профи должен сработать абсолютно всем. Мы практически закончили распил ногтя, и сейчас будет открытие года или открытие ногтевой пластины. И вот мы можем наблюдать, что же там происходит. А там уже треть нормального, здорового ноготка выросла под ним. Но расти ему крайне тяжело, и плюс копится влага и грязь. Я думаю, что хорошо видно по картинке, что, ну, во-первых, что-то желтенькое, оно же грязное. И если, не дай бог, отнести это в лабораторию, я даже боюсь представить, что там могут найти. И причина, по которой у клиентки до сих пор не случилось присоединение какой-то инфекции, заключается в том, что справляется ее иммунитет. Но это бывает не всегда и бывает не у всех, поэтому всегда мы рекомендуем зачистки. Наша задача сейчас убрать все, что тут вспрело, вспотело, подсушить, обработать и намазать ее маслом и отпустить, поправляться и выздоравливать. Манипуляции не хитрые, это совершенно не больно. Никакие уколы там ни с чем мы не делаем, чтобы обезболить ногтевую пластину, точнее пальчик. И это все абсолютно безболезненная процедура. Я также продолжаю работать той же самой твердосплавной фрезой, но сейчас работаю в несколько раз аккуратнее, потому что я понимаю, что здесь у меня живое мяско, уже живые ткани. Как видите, есть какие-то остаточки расслоившейся ногтевой пластины. Все, что бултыхается и трепухается в разные стороны, обязательно убираем. Ничего не должно зацепляться и никуда не должна забиваться грязь. Дальше в помощь у меня уже идут кусачки. По-моему, здесь в работе я использовала глазки или глазки. Я так и не узнала, как они правильно называются. В общем, это такой вид кусачек, у которых с одной стороны кусачки, а там, где держим пальчики, там колечки, как у ножниц. Такая вот интересная штука. И этот инструмент тоже есть у нас в работе, но его я использую гораздо реже. Это был тот самый случай, когда не было обычных пряморежущих кусачек. Но кто-то предпочитает именно эти глазки использовать. В общем, на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры совсем разные. Дальше сравниваем вот эту ступеньку, неровность. Это часть старой ногтевой пластины и та новая, которая у нас уже выросла. Обратите внимание, что отросла треть, наверное, ногтевой пластины от ногтевого ложа, которая должна быть. И это значит, что уже совсем скоро у нее будет новый, хороший и абсолютно ровный ноготочек. Потому что тут, по-моему, вообще динамика прекрасная, все идет отлично. Ну и в завершении процедуры, как всегда, используем масло. Масло капается бесконтактно, потому что мы немного раз писали это в комментариях. Естественно, капля ставится, то есть подносим носик на весу, капаем и дальше втираем вот такими вот движениями. Также объясняем всегда клиенту, для чего нужно делать массаж и втирать масла. Это нужно для стимуляции роста ногтевой пластины. Также можно порекомендовать приобрести
завести на домашний уход, это не стрёмно и не зазорно, ведь они не знают, где купить такое масло, а им очень-очень это пригодится. Ну, а с вами была Алена, до новых встреч, пока-пока, и не забывайте, берегите себя и свои ногти.